Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. Сегодня мы обсуждаем соло-перформансы с нового концерта BTS. Погнали! Итак, начать бы хотелось с соло Джей Хоупа на трек Ego. Первое – это ворота, на которых написано Hope. Они поднимаются, и мы видим супер картинку. Это дым, это тачки, это вся братва, которая машет руками. Это было так круто, так весело. Получается, машины эти перемещались, да, Джей Хоуп прямо вот буквально с этой машины нам вещал. Огромный позитив, мне понравилась его работа с камерой. Он прям буквально вот заряжал энергией, заряжал позитивом. Саундтрек очень крутой, позитивный, и хореография. Очень радостная. Да, он, во-первых, крутейший артист, вот, то есть он постоянно растет, развивается, ну, в общем-то, как и все BTS, да, постоянно они совершенствуют свое мастерство, да, но у него вот, от него идет энергетика такая прям жесткая, отдача клевая, прям уличная эстетика, и в его подаче, ну, так как это все-таки уличный танцор, да, также и в самом оформлении. Как были одеты танцоры, да, вот эти все моменты с росписью стен там, и так далее, с их перемещением. Вот. А в плане именно самого вот настроения, который несет трек, да, он не сказать, что сильно какой-то уличный, да, то есть он больше какой-то такой, ну как сказать, больше какого-то карнавального такого что ли настроения. Но при этом очень отлично разбавляет вот лирические какие-то композиции, да, после которых вот он сразу врывается и резко всех перенастраивает на другой лад. Ну, действительно интересная была работа с камерой, да, потому что прям вот камера следовала за ним, и он на камеру очень грамотно все подавал, да, артистично, круто. Вот это тоже очень понравилось. Итак, поговорим про соло Джина. Какая-то была прелесть. Это было так мило, так декоративно. Он стоял на этой луне среди цветов. И все было прекрасно, а потом еще и лисы вышли. Лисы были просто замечательные. Мы так поняли, что это маленький принц, да, это отсылка. Как ты, Тём, сказал, это маленький принц, которому скоро в армию, да? Да. Так душевно отработал. Ну, мне кажется, он все-таки к себе с юмором относится, да, это ведь его образ, да? Помните, как он посылал вот этот поцелуй, да, ему вот так вот бац по руке, на второй день это было. Классный артист, и мне нравится его отношение к зрителю и отношение к себе. Да, и вот интересен момент такой, что я думаю, что как раз таки вот роль вот этого, да, например, соло была как раз таки в том, чтобы показать, насколько контрастное творчество, насколько разные участники и насколько большой разбег, да, в их творчестве, начиная от там жестких, реально крутых там рэп-композиций, да, к которым мы еще придем, да, например, вот как у Шуги, и заканчивая вот такой вот прям мягкой лирикой, с такими вот, скажем так, очень действительно декоративными, даже в какой-то степени детскими декорациями, да, такими. Так может быть это и на зрителя, на другого, для разных возрастов зритель. Возможно, да. Да, вот это отсылки все к маленькому принцу, и Роза, и Лисы, ну, соответственно, у Лис были очень смешные маски, мне напомнило, знаете, советские такие маски, как в детских садах на утренниках, там были маски зайцев там, и так далее, вот похоже. На пол лица такие, да, Да, знаете? да. Вот очень было похоже, очень нас это позабавило. Теперь переместимся ближе к началу концерта, и это соло Арема. Сразу открывалась с трибуны, да, это, во-первых, отсылает к выступлениям ребят в ООН, которых было уже два, да, правильно. Одно было вот как раз-таки личное на трибуне, второе было, насколько я знаю, в онлайн уже режиме, вот это было в этом году.
И это отсылает к такой, ну, среди армии, я насколько знаю, популярной такой теме, что Ким Намджунов президенты. Надо выдвигать, да, чтобы он стал президентом Кореи вскоре, что вполне, кстати, возможно. Почему можно некоторым артистам, например, а ему нельзя. Вот. Хотел я сказать, я бы за него проголосовал, но кто же мне даст там проголосовать, это же в Южной Корее находится. В общем, суть в том, что трек такой серьезный, там действительно такое прям заявление идет мощно, и как раз трибуна это была кстати. Впечатления такие самые, скажем так, положительные, но при этом сдержанные, потому что мне кажется, что вот именно как-то накала к этому выступлению не хватило. Хотя, возможно, так и надо было, чтобы ничего не отвлекало, не знаю. Запомнились платформы, которые перемещались. Действие началось с того, что он сам возвышался на этой платформе над людьми, да, над людьми, которые не имеют лиц. Это было очень интересно. Были очень странные маски у этих людей. Они так немного переливались, был виден рельеф лица, но не было видно самого лица. И мы, насколько поняли, эти люди, они повторяли за ним его какие-то движения, они пытались кричать, беззвучно кричать в микрофон, который потом зажегся, да? Да. Вот, зажегся, подлетел наверх. Это определенно был какой-то посыл, который надо еще раз пересмотреть, так скажем, перечитать, да, его, и, возможно, мы поймем, что имелось в виду. Да, и что касается вот как раз таки микрофона, тут вот все-таки нам как-то показалось, что момент был недоработан немножко с точки зрения, может быть, съемки, может быть, конкретно самой подачи, потому что как-то он так безвольно болтался там, и к тому же, ну, такой масштаб был, да, может, от него что-то должно было загореться дальше, потому что просто какая-то горящая, ну, вещь, которая болталась на такой огромной площади. Да, его один раз показали крупно, и да, все. Это как-то было немножко странновато. И еще вот касаемо, здесь, наверное, надо на этом остановиться, касаемо танцоров, нам уже не первый раз кажется, что конкретно вот эта вот группа танцоров, которая с ними, насколько мы понимаем, работала, и когда шла премьера «Он», да, еще были вот эти живые выступления в Корее с этим треком премьерный. Вот эта группа танцоров, мне кажется, как-то по энергетике не дорабатывает. Вот нет ли у вас такого ощущения? Да, напишите. Если у вас есть, что иногда за ними наблюдаешь, ну в тех моментах, где на них нет особого акцента, такое ощущение, что там ребята конкретно халтурят. Прям. Да, они такие вот так стоят. Да. Ну вот у нас сложилось такое впечатление, если кто-то разделяет нашу точку зрения, напишите, ну или же наоборот. Давайте дальше рассмотрим соло Тэхёна. Мне кажется, этот человек очень интересный как личность. Мне кажется, он очень странный и очень, повторюсь, интересный. Мне очень нравится за ним наблюдать, еще больше нравится наблюдать за его работой на сцене, потому что там он реально бывает разный. В начале концерта мы видели его в одном образе, и в соло он был совершенно другой. Он был такой спокойный, такой искренний. И у него была такая трепетная работа вот с этим ребенком, да, который был один в один он, только маленький, да, с такими же ушами. С такой же прической. Я так понимаю, что это обращение к себе из детства, да, я же правильно понимаю? Да. Вот. И, конечно, удивительно было посмотреть на эти декорации, то есть они буквально приперли карусель туда, которая вращалась, и это сочеталось с треком. Хотя, кстати, трек по ритмике, он динамичный, да, но он создавал впечатление очень спокойное, очень лиричное. Вот это меня зацепило. Я даже не обратил внимания, что он динамичный. Мне как бы прям Там ритм прям вот... впечатление прям Да. лирики производилось. Да. Да, вот ну касаемо конкретно вот всей вот этой картинки, тут мне добавить особо нечего, потому что да, как бы карусель, ребенок, это все очень было так трогательно и здорово. Я могу единственную добавить еще деталь, что в конце ему армии вот с экранов, вот с этих у себя из дома подпевали. И вот он как бы с ними взаимодействовал немножко, они пропевали.
слова, это было очень тоже здорово, это как раз добавляло вот к этой атмосфере, как раз таки, которую они такую создали уютную, скажем так, душевную атмосферу. Теперь немного о Чимини. Почему немного? Потому что у нас есть целая реакция, которая вышла вот буквально недавно, можете потом ознакомиться, вот здесь будет всплывать. Что касается этого выступления, оно действительно было очень-очень крутое и очень оправдало, скажем так, наши ожидания. Мы об этом тоже говорили в реакции. Потому что хотелось на этот трек, на эту песню, хотелось что-то вот именно такое. Вот у меня прям очень сильно совпало с настроением трека и вот с этим вот выступлением, как будто вот так и должно было быть. Вот это то, что я хотел увидеть под эту песню. Ну, естественно, его вот эта вот харизма, артистизм, грация, которую он воспитывал в себе, да, во время учебы в как-то институт искусств, да, это как у них это называется. Прям вот не растерял нисколько, да, за этот вот забешенный график, который, казалось бы, они, наверное, должны меньше как-то тренироваться, заниматься, потому что у них постоянные разъезды, съемки и так далее, но он только прибавил. Очень круто, повторюсь, все сочетается с треком, максимально отработано до мельчайших деталей, все вот эти фокусы прям высший сорт. Да, фокусы. Вот по поводу фокусов разгорелся буквально спор в комментариях. Кто-то утверждал, что это склейка видео, когда он переодевался. Кто-то говорил, что нет, это реально, что это на липучках одежда. Потом написал человек, который говорит, вы ничего не понимаете, я этим занимаюсь, это нереально сделать, да, потому что белая рубашка, я так понимаю, что если под белое ты одеваешь красное, ну, не знаю, потому что здесь пуговицы были расстегнуты, он когда вышел переодетый, пуговицы застегнуты, ну, блин, может это и реально сделать, но это очень интересно, как же это на самом деле сделано, но, наверное, в ближайшее время мы это не поймем. Big Hit может все. Вот да, да, и даже может время, да, отмотать назад и замедлить время, да, что время застынет, он быстро раз переоденется. Вот, конечно, да, профессионализм, это видно сразу. Потрясающее выступление и, конечно, музыка. Очень нравится этот трек и выступление соответствует этому треку. Итак, Suga, Shadow. С первых секунд и до самого финала меня увлек этот перформанс. Все началось с коридора. Мне это напомнило какую-то психушку, потому что белые стены, маленький человек, который стоит где-то там в конце. И взрыв эмоций был, когда вылезли эти руки из стен, боже, у меня даже сейчас мурашки. Когда про это вспоминаю. Там головы еще лезли. Да, и головы лезли, и в концерте, который вот с первого дня, он даже запнулся там в кого-то. Головой там да. ударился, да. Это был, да, такой момент интересный. Вот. И потом, когда он выходит из этого коридора, он попадает в кубическое вот в это пространство, где те же руки и те же тени, только гораздо крупнее, как будто, знаете, такие гиганты. Вот это такой невероятный какой-то момент психологического давления, с одной стороны, но он такой странный и завораживающий этот момент. Это было невероятно, и понравилась съемка сверху. Вы знаете, когда вот его камера снимала, снизу были видны эти тени, и потом реальные люди, вот танцоры в капюшонах, они полезли, я сначала не поняла, это реально или нет, я еще переспросила, это настоящие люди или нет, и да, это оказались настоящие люди, которые потом на смену трека очень круто сделали вот эту фишку с телефона. Да, когда смотришь такие выступления, вот конкретно вот этот перформанс,
понимаешь, опять же, насколько крутой, насколько великий артист. Да. И вот это напоминает, вот если, например, смотрели в лучшие времена, там, да, Грэмми, когда выступает какой-нибудь рэп-артист крутой, типа там Эминем, например, вот это ничем не уступало по масштабу, по размаху и по качеству. Только такие выступления, они для Грэмми делаются, да, то есть для таких масштабных мероприятий. А Шуга может позволить просто на концерте вот так вот взять, то есть и сделать максимально крутое качество, максимально крутой перформанс на исполнительском уровне. То есть как исполнитель, как рэпер, вот в частности, да, он очень крутой. И я вот на 100% уверен, что если вдруг там, да, с BTS, например, они прекратят свою там деятельность, да, какую-то там, скажем так, гастрольную, то он 100% будет как сольный артист выступать еще долгие годы до самой старости. А Рэм будет президентом. Да. К этому моменту Шуга будет ездить соло. Потому что, действительно, качество у него вот на уровне самых топовых рэперов, за всю, скажем так, историю, да, и даже лучше, я бы сказал, во многих каких-то параметрах. Очень крутой артист, вот прям ему большое-большое-большое уважение. Ну и теперь то, что так все долго ждали. О чем просили больше всего в комментариях, да, когда мы сняли реакцию на выступление Чимина, все писали: посмотрите Чонгука, посмотрите Чонгука. И мы, собственно, посмотрели, да. И это было очень-очень круто и настолько эстетично и стильно сделано. То есть здесь не было такого какого-то масштаба большого, да. Здесь не было какой-то, скажем так, перенасыщенности, да, какими-то, может, декорациями, эффектами, еще чем-то. Здесь самая главная декорация, самый главный эффект — это сам Чонгук. То, как он себя изначально позиционировал на сцене, вот, как он себя вел, его подача, опять же, его артистизм, его движения, которые очень сильно перекликаются, опять же, для меня с творчеством Майкла Джексона. Я очень часто провожу эти параллели, но вот он тут просто еще даже такое ощущение, что и внешне очень сильно похож. На Майкла в определенном периоде. Да, на этом концерте особенно. Да. И вот этот момент, когда раньше танцоры, артисты стояли в свете прожекторов, да, тот же Майкл, да, мы знаем Билли Джин, например, да, этот свет прожектора, то тут был не прожектор, тут был такой лазерный прожектор, да, то есть это артист такого же уровня, но нового времени, вот такая у меня параллель какая-то возникла. Да, там на лазерах было много основано, но в целом, да, многие люди в комментариях отмечали именно хореографию, которая вроде как не сочетается с посылом трека. То есть она такая более какая-то, более взрослая, что ли, да, более такая сильная. Но мне вот именно, если, особо не вдаваться в смысл, а просто вот ловить вот этот вот, как сейчас говорят, вайб, да, этого трека, сочеталась с хореографией прекрасно, потрясающе. И хореография смотрелась очень круто. И то, как он себя вел во время фристайла, да, во время тех частей, когда он не делал с подтанцовкой, это тоже вызывало вот такие вот просто глаза удивления от того, насколько он прокачался еще больше в танцевальном плане. Это было действительно круто, мощно. И плюс к тому, как он оформил переход с одной локации на другую, перевел всех зрителей за собой. Это тоже было очень интересно, это запомнилось. Да, я тоже вот хотела упомянуть этот переход, когда он поменял сцену, этот коридор, вот там были вот эти лазеры как раз, да, которые добавляли этого эффекта. И финальная сцена, во-первых, первая сцена, где он был размножен. Это было нереально круто сделано, когда чонгуки стояли рядами, да, и их движение буквально на долю секунды отставало, да, от реального чонгука, и вот эти линии, они работали каскадом, это был просто такой вау-эффект. И потом, когда он поменял сцену,
уже с танцорами он танцевал. И там поразил вот этот первый взрыв каскадов. Вы сейчас видите его на своих экранах. И этот каскад, он распространялся на весь куб. Это как бы сцена куб такая, да, она получается как 4D, да, сделана, там есть и стены, есть и пол. И этот взрыв начинается с центральной точки, распространяется на всю сцену. И вот это было нереально круто. Это было нереально. Я буквально не успевала следить за этими переливами, как это, насколько сочеталось с треком, да, так плавно, красиво. Буквально вот такой взрыв был эмоций. Очень Да. круто. И, ну, в целом тоже про трек, да, трек очень классный, очень здорово звучит. Так сделан, прям у него такое звучание, знаете, вот в стилистике, скажем так, ну, таких R&B, легких таких треков, очень-очень качественный вообще во всех отношениях. Вот такие у нас были впечатления. Обязательно, друзья, пишите свои впечатления на каждый соло-перформанс. Будем очень рады узнать ваши мысли, ваше мнение, что вам понравилось больше всего. Так что обязательно напишите. И если вдруг еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Будем очень рады вам. Это был канал Елена Рей. Всем пока. Увидимся в новых видео.